Привет всем! Вы на канале Настоящая Турция. Меня зовут Алина. Придя из спортивного зала, папа обнаружил, что его телефон не работал. Он думал, что он просто разрядился, поставил на зарядку, но, к сожалению, чуда не произошло. Телефон был сломан, поэтому было принято решение сразу же поехать в этот день купить новый смартфон, так как вся работа папы находится в телефоне. Понравившийся телефон был только в голубом цвете, поэтому папа, конечно, долго сопротивлялся, он хотел черный, но из-за того, что время поджимало и, как оказалось, в Ставрополе не было такого же черного телефона, пришлось купить голубой. Давайте же посмотрим, какие еще товары есть в этом магазине. За то время, которое я прожила в Турции, я отвыкла от таких больших магазинов. К сожалению, у нас есть похожие магазины, но они только по маркам. Например, это или только Samsung, или только другие какие-нибудь марки. Найти магазин, где все очень сложно. А если они и есть, то обычно они не очень большие. Итак, мы купили телефон, на тот момент были скидки, и нам телефон обошелся в 32 тысячи, по-моему. У нас еще есть баллы, которые нам нужно потратить, поэтому мы еще вернемся. Так как мы уже приехали в торговый центр, мы решили немного пройтись по магазинам и посмотреть, какие марки представлены в этом ТЦ. И как ни странно, первый магазин, в который мы зашли, это был LC в Вайкики. Было очень много товаров по скидкам, как видите, сейчас идет сезон распродаж. Но, честно говоря, ничего нам не приглянулось. Мы просто прошлись по магазинам, посмотрели на цены. Я хотела найти те товары, которые я покупала для родителей в Турции. Хотела посмотреть, сколько они стоят в России. Но, к сожалению, ничего похожего я не нашла. В Турции я покупала для родителей подарки, в Эльсиве тоже. Я, например, для папы купила 2 рубашки и 2 футболки, насколько я помню, может даже 3 футболки, уже точно не помню, так как покупала в нескольких магазинах, поэтому уже забыла. Кстати, рубашка, в которой папа сейчас гуляет по торговому центру, она из Турции, покупала я ее в Эльсив. Кстати, хотела ее найти, Женя не нашла. Похожая была футболка, но, к сожалению, это не то, что я хотела найти. Итак, мама уже нашла свой любимый магазин. Она уже здесь более-менее ориентируется, а я нет. Нашла такой женский жилет, красивый. У меня раньше был такой же с длинными рукавами. Давайте посмотрим, сколько здесь стоит свитер. 2 800. Ну, в принципе, не знаю, я пока не ориентируюсь в ценах, поэтому сложно сказать. Так, мама уже примеряет жилет. Когда мама его померила, мы увидели, что спина у него вязаная. И хотелось бы, знаете, вот с рукавом что-нибудь потеплее, так как холодает очень быстро. Давайте посмотрим еще другие свитера. 2000. Много свитеров в этом магазине. Очень такие, знаете, единственное, что мне не понравилось, что цвета все такие не яркие. Я люблю, конечно, поярче. Штаны 3000. Другие свитера от 1600. Такой у нас был похожий. Я похожий привезла маме из Турции свитер. Стоит он 2500. Все, знаете, такое черное, серое, бежевое. Ну, не мой магазин, я люблю вещи поярче. 6000, вот такая курточка. Зашли ненадолго в отдел с мужской одеждой. Нашли там красивую куртку, рубашку. Приглянулась она нам, очень теплая. Капюшон есть. Стоимость ее 6000 рублей. А мы все продолжаем гулять по отделу с женской одеждой. Мама решила примерить еще вот такой кардиган. Но как-то он не очень нам понравился. На вешалке он смотрелся лучше. Бывают такие вещи, которые
к сожалению, прибавляют возраст. Я тоже решила присмотреть себе что-нибудь интересное, но не знаю, не в этом магазине, не получается у меня в нем найти что-нибудь интересное. Нашла вот такой свитер, но мама его забраковала. Стоимость данного свитера 2300 рублей. Итак, мы вышли из этого магазина, так ничего мы и не облюбовали, и решили пойти в другой магазин под названием Модис. Но это уже скорее больше магазин для мужчин. Мужской одежды здесь много, и она вся красивая по сравнению с женской. Сейчас мы выбираем папе шорты в спортивный зал. Еще одни нужны на сменку. Решили выбрать другого цвета. Раньше были серые. Сейчас подскажу я вам цену на эти шорты. Стоимость 700 рублей. Ну, по сравнению с женской одеждой в прошлом магазине, по-моему, даже это хорошие цены. Как видите, мужской отдел здесь интересный. Кстати, забыла показать вам телефон, который купили папе. Redmi Note 12 Pro Plus. Это я. Перемерив несколько шорт, папа выбрал темно-серые. В магазине представлено и женское белье, и женская одежда, но нас они не заинтересовали. Итак, покупаем шорты и едем домой. Так как телефон еще не полноценно работает, в него ставили только симку, все программы и приложения еще не восстановлены, поэтому необходимо поехать домой к Wi-Fi. Сейчас мы едем на стоянку, чтобы найти нашу машину. А сейчас смертельный номер. Папа на кухне готовит пасту Амосова. Для этого нам понадобится 200 грамм кураги, 200 грамм чернослива, 200 грамм сушеного инжира, орехи. Это все необходимо измельчить в блендере. Сначала измельчаем орехи, так как их измельчить намного сложнее, и высыпаем в миску. Папа решил приготовить эту пасту для всего нашего семейства. Сам все помыл, все посушил, перебрал. В общем, молодец. После того, как папа промыл все сухофрукты, он постелил на подоконник марлю, чтобы все сухофрукты быстрее высохли, и оставил их на ночь. Мы вечером помыли, а с утра уже делали пасту. У инжира мы удалили хвостики, а курагу с черносливом перебрали, так как внутри могли остаться косточки. Все ингредиенты перекладываем в блендер и измельчаем до состояния пасты. Но наш блендер маленький, поэтому мы будем измельчать все в несколько этапов. Так как в пасте присутствует изюм, иногда он бывает очень сухим. Поэтому по сравнению с финиками и с черносливом он измельчается сложно. Мы когда по незнанию положили вместе все ингредиенты в блендер, изюм остался, поэтому пришлось немножечко помучиться, чтобы он измельчился. Поэтому было принято решение все измельчать по консистенции. Сначала мы измельчили изюм, потом чернослив, потом финики. Как видите, даже сама паста из этих продуктов получается разного цвета. И потом мы все перемешали. Ведь самое главное — это измельчить все ингредиенты. Если же нет блендера, все можно перекрутить на мясорубке. Далее берем один лимон, режем его, а также удаляем косточки. И лимон также измельчаем в блендере. Потом добавляем его ко всей пасте и еще раз перемешиваем. Кстати, в пасту нужно будет добавить мед. Мед можете выбирать по вкусу, какой вам нравится. Все окончательно хорошенько перемешиваем и накладываем в банки. Этот процесс занимает очень мало времени, но сколько же пользы в этих баночках. Эта паста помогает при проблемах с сердцем, также повышает иммунитет. Я надеюсь, что вы сможете приготовить для себя такую пасту.
Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!